Всем привет! В очередной раз я пеку фокаччу и делюсь сегодня с вами рецептом. Это фокачча по вкусу и текстуре, это что-то нечто такое среднее между пиццей и хлебом чиабатта. Вкусное такое ароматное, хорошо выброженное тесто, которое выводит этот хлеб просто на следующий уровень. Золотистые большие пузыри на поверхности, такая легкая хрустящая корочка, немного соли и оливкового масла. Все ингредиенты, как всегда, на экране и будут в описании, и давайте готовить. Теста получается много, поэтому берем большую миску и вливаем 410 грамм воды комнатной температуры. Сюда же добавляю немного меда, по граммам это ровно 30 грамм и 10 грамм соли. И сюда же сразу вливаю оливковое масло 25 грамм. Тесто очень простое, все смешивается одновременно, ничего ждать не нужно. Теперь осталось добавить нашу закваску. Закваску я заранее покормила сегодня утром, она у меня поднялась в 3 раза и готова к использованию. Закваска пшеничная, 100% на пике. Здесь по граммам нам понадобится ровно 100 грамм. Все это снова хорошенечко перемешиваем до полного растворения закваски. Всыпаем муку, здесь идет у нас 500 грамм белой пшеничной муки, у меня здесь белок 12,5%. Это тесто получается очень влажное, поэтому важно иметь именно хорошую качественную муку с подходящим белком. Можно взять даже выше, 12,5, 12,7, 13 подойдет. Все это снова хорошо перемешиваем сначала до увлажнения всей муки, объединения ингредиентов. Тесто вымешивается неплохо лопаткой, но из-за того, что его много, там могут быть непромесы. Поэтому все-таки я убираю лопатку в сторону и вымешиваю это тесто руками. Всей рукой в это тесто я обычно не забираюсь, поэтому просто снимаю тесто с лопатки и вымешивать буду буквально кончиками пальцев. Делаю я это складывающими движениями. И повторяю этот процесс, вымешиваю тесто минут 5, 6, 7. Это тесто, еще раз повторю, очень влажное, поэтому в привычный комочек, который мы привыкли видеть, когда замешиваем тесто на хлеб, оно не соберется. В конечном итоге оно выглядит вот так, очень липкое и очень влажное. Накрываю я его крышкой на этом этапе и даю ему постоять отдохнуть 45 минут при комнатной температуре. Через 45 минут мое тесто выглядит вот таким образом. Оно очень жидкое, стало даже еще жиже, расплывается и при этом у него нет особой текстуры. Начинаем делать растягивание и складывание. Руки предварительно я смочила очень хорошо холодной водой, так чтобы вода с рук не капала, но чтобы руки были очень хорошо мокрые. Начинаем скручивать это тесто с самого-самого краешка. Подхватываем край, подтягиваю я немножко тесто наверх, подкручиваю тесто под себя, снова подтягиваю, подкручиваю и так повторяю несколько раз до тех пор, пока тесто не начнет приобретать хоть какое-то легкое натяжение. Тесто на данном этапе еще не имеет хорошей структуры, оно липкое, по-прежнему прилипает к рукам. Поэтому руки смачиваем по необходимости и снова продолжаем скручивать тесто со всех сторон. Как только скрутили с одной стороны, переворачиваем тесто на другую сторону, можно повернуть миску или просто встать с другой стороны и подкручиваем с других боков тоже, до легкого натяжения на поверхности. На первом этапе складывания и растягивания таких складываний понадобится достаточно много, поэтому наберитесь терпения, важно их сделать качественно, натянуть поверхность теста и собрать его снова в небольшой комочек. Я уже помыла руки и к чистым влажным рукам тесто на этом этапе уже не прилипает. Накрываю его снова крышкой и теперь мы оставляем это тесто отдохнуть снова на 45 минут. Через 45 минут мое тесто снова расплылось, так как будто бы мы его и не скручивали. Смачиваю я руки снова холодной водой, подхватываю самый-самый краешек теста и начинаю снова скручивать его в небольшой комочек. Поворачиваю миску по необходимости и подкручиваю с другой стороны, собирая его в более оформленную форму. Тесто уже лучше тянется, это видно, оно стало более эластичное. Руки продолжаю смачивать, но так, чтобы не добавлять лишнюю воду в тесто. То есть воды должно быть достаточно, чтобы руки были мокрые, но чтобы с них не капала и не добавлялась вода в тесто. Посмотрите, какое тесто уже хорошее на этом этапе. Появились первые признаки брожения. Тесто стало блестящим, и это хороший признак того, что мы на правильном пути. Снова накрываю тесто крышкой, и в этот раз мы оставляем его на отдых при тех же температурах комнатных, которые я показывала ранее, на 1,5 часа. Через 1,5 часа мое тесто выглядит вот так.
На поверхности уже видны пузыри, это признаки брожения, конечно. Снова смачиваю я руки холодной водой и снова продолжаю те же самые растягивания и складывания. Обратите внимание на тесто, как хорошо оно уже тянется, оно уже собирается лучше и не требует уже так много складываний. Складывать тесто нужно до тех пор, пока снова не появится легкое натяжение на поверхности этого теста. Чрезмерно тянуть не надо, потому что есть риск того, что можно порвать клейковину, и тогда тесто расплывется, но вы должны чувствовать небольшое натяжение. Оно должно стать упругим, красивым и неплохо держать форму. Если нужно, делаем больше растягиваний и складываний. Если нужно, смотрите по тесту, можно и меньше. Главное, чтобы было это легкое натяжение. Снова убираем тесто на отдых и снова на 1,5 часа. Тесто мое снова постояло и снова отдохнуло, и мы ему делаем последнее растягивание, складывание, и всего их здесь получается 4. Руки снова я смочила холодной водой и снова подкручиваю тесто таким же образом. Показываю вам подробно весь этот процесс, потому что тесто влажное, и хочу, чтобы вы видели, как меняется тесто с каждым растягиванием. Когда мы скручиваем наше тесто, мы формируем структуру нашего будущего хлеба, то есть мякиша. Поэтому важно скручивать именно в определенных направлениях. Если вы скручиваете один конец, то скручиваете его именно в рулет, не хаотичными движениями, а именно в заданном направлении. То есть сначала с одной стороны вскрутили, потом с другой стороны скрутили, перевернули тесто и снова подкрутили. Я уже закончила в этот момент 4-е складывание и растягивание. Посмотрите, как хорошо выглядит тесто. Оно уже держит свою форму, блестящее и пышное. Убираем его в холодильник до утра, до следующего дня. У меня уже наступило утро. Вот так тесто выглядит у меня утром. Оно снова расплылось так, как будто бы мы его и не складывали. Тесто холодное, покрыто пузырями, и снизу есть небольшие тоже отверстия, пузыри. Далее нам понадобится форма хорошего размера. У меня эта форма примерно 20 на 30 сантиметров и в высоту примерно 5. Она должна быть глубокая. Я ее закрыла пергаментной бумагой. Эта пергаментная бумага у меня не прилипает. На донышко наливаем оливковое масло и промазываем и донышко, и все бока. Тесто поднимется до самого верха. Подхватываем тесто руками так, как будто бы мы снова хотим его складывать, так чтобы оно не повредилось, и аккуратно переносим его в форму. Укладываю тесто ровно в середину. Тесто у меня подвернулось снизу, поэтому сверху я его тоже подворачиваю. И оно лежит у меня квадратом, занимая не всю форму на данный момент, но оно поднимется и будет полностью до самого верха. Тесто у нас теперь лежит вот таким образом, занимает места мало, кажется, как будто не поднимется, но это не так. Накрываем его крышкой и оставляем при температурах финальной расстойки, которые сейчас вы видели на экране. Тесто еще будет стоять примерно 6, 8 и может быть даже 10 часов, в зависимости от того, при какой конкретной температуре вы будете его держать. Я держала при температурах, которые я вам показала, и у меня заняло 8 часов. Тесто должно выглядеть очень воздушным и очень мягким, оно должно потряхиваться в форме и быть очень-очень нежным. Сверху наливаем оливковое масло, столько, сколько вам нравится, небольшое количество в принципе налила я. Руки я тоже смазываю оливковым маслом и опускаю свои пальцы в тесто до самого донышка. Делаю я это аккуратно, как только опустила пальцы, немножко потряхиваю тесто так, чтобы помочь воздуху подняться вверх и чтобы появились на поверхности красивые пузыри, и прохожусь так по тесту несколько раз до тех пор, пока поверхность не покроется пузырями. Стараюсь попадать в те же самые дырочки, где я уже была пальцами, так чтобы сильно не нарушить пузырчатую структуру. И снова прохожусь и снова потряхиваю тесто. Тесто очень приятное и на ощупь, и внешне оно выглядит очень хорошо, эластичное, красивое. Ну а далее по желанию добавляем все то, что нам так нравится. Сюда хорошо подходят помидорки черри, которые я порезала пополам. Немного крупной соли на поверхность, немного черного перца я добавляю и немного домашних специй, которые я приготовила из обычной зелени, сушеная зелень и травы. Все, что хочется по вашей фантазии, потому что есть дома. И также я сверху еще немного присыпала сыр пармезан, сухой сыр пармезан натертый. Вот так у меня тесто выглядит. В этот момент я уже подготавливаю свою духовку. Она у меня нагрелась до температур, которые вы видите на экране. 225 градусов по Цельсию, 435 по Фаренгейту.
И выпекается фокачча примерно 25-35 минут, но смотрите по цвету, моя начала румяниться после 25 минут, в итоге я ее продолжала держать где-то до 30 минут. Внутреннюю температуру можете проверить, внутри она должна быть в районе 90-95 градусов по Цельсию, 195 примерно по Фаренгейту. Готовую фокаччу выкладываем на решетку и даем ей немного остыть. Хорошо ей дать остыть примерно около часа хотя бы, но мы не выдержали, и я ее разрезала минут через 15-20. Эта фокачча получается просто невероятно нежная. По вкусу и текстуре этот хлеб напоминает нечто среднее между очень хорошей качественной пиццей и хлебом чиабатта. Очень нежный, но при этом слегка тягучий мякиш, приятная легкая хрустящая корочка, красивый цвет, золотистые пузыри, о чем еще можно мечтать. Очень вкусный, рекомендую. Очень хороший хлебушек. Снизу у него хорошее донышко, золотистое, легкий запах оливкового масла и буквально намек на соль. Очень приятный. И как обычно, если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту или по любым другим рецептам с моего канала, на все вопросы я отвечаю в комментариях.